Привет! Добро пожаловать на мой канал по-русски издалека. И как всегда, с вами ваш хост Сергей. Сегодня мы возвращаемся к жизни Васи и Зайки. И мы будем говорить о книгах. Я буду спрашивать Васю, я буду спрашивать Зайку, какие книги они любят читать, какие книги они читали в детстве, когда они были подростками, и читают ли они книги вообще сейчас. Не забудьте поставить лайк этому видео, я уверен, оно вам понравится. Ну что, вы готовы? Поехали! Привет, друзья! Привет! Привет! Как у вас дела? Да, нормально. Давно не виделись, Серега. Действительно, почему ты нас давно не приглашал? Ну, я был очень занят, у меня было очень много работы. Да, я понимаю, мы все заняты, но ведь нельзя забывать про старых друзей. Конечно. Как твоя жизнь? Нормально. Но много работы. Давайте не будем об этом. А что? У меня другая идея. Хорошо. Какая идея? Сегодня я хочу поговорить с вами о книгах. О, книги, да, это, помню, была такая вещь. Действительно, вот сейчас Вася ничего не читает. Ну как, я вчера вот читал надпись на упаковке из-под лапши. Там было написано 5 минут заварить, и вот будет моя лапша готова. Да, действительно. Ой, боже мой. Ну, давайте начнем издалека. Когда вы были маленькие, что вы любили читать? Ну, когда я был маленький и жил в Африке, моя мама читала мне сказки про паука Ананси. Это был такой хитрый паук, который всегда очень умно делал разные вещи, и это были очень интересные сказки, да, мне очень нравились. А мне мама читала русские сказки про Баба-Ягу, да, про Морозко, все такое. А тебе, Серега, что тебе читали, когда ты был маленький? Я сейчас помню, что когда я был очень маленький, моя мама тоже читала мне много разных сказок, но всех я не помню. Однако я помню, что когда мне было, может быть, лет 5 или 6, мама читала мне «Маленького принца». «Маленький принц», да, я слышал об этой книге, но никогда не читал. А я читала, действительно, очень хорошая книга, очень такая глубокая, вроде бы детская, с одной стороны, но с другой стороны, очень глубокие философские смыслы там есть. Да, это правда, это правда. А что вы читали, когда вы были подростками? Ну, когда я был подростком, я вообще читал, конечно, вот много такой классической литературы для подростков. Знаете, «Повелитель мух», мне очень нравилась эта книга. Также «Вор книг» или «Книжный вор», не помню, как она называется. Мне нравилась также очень книга моя самая любимая «Над пропастью воржи» Селлинджера. Да, я знаю эту. Это книга про нигилиста. Да, про нигилиста. Ну, ты хочешь сказать, ты тоже такой крутой нигилист. А что же, не так ли? Я не такой, как все. Ха-ха-ха, глупыш ты. Ну, а как, бывает, бывает. Да, я тоже читал эту книгу «Над пропастью воржи», но мне показалась она какая-то неестественная. Мне не понравился главный герой, этот Холден, я думаю, его фамилия была. Да-да-да, Холден. Но ведь он классный, не правда ли? Ну, не мое. Эх, ну и ладно. Но зато мне не нравился ваш дурацкий Гарри Поттер. Моя мама сказала, что он колдун, а мы не любим колдунов. Он не колдун, он волшебник, и он очень классный. Да, между прочим, Гермиона Грейнджер одна из моих самых любимых женских... самый мой любимый женский персонаж, да, Гермиона. Действительно, ты такая же напыщенная и такая же всезнайка, как она.
Эй, не надо так сразу обижать. А что, ты меня тоже глупышом называешь? Ой, не надо ругаться, друзья. Я думаю, что Гарри Поттер для меня лично это была очень важная книга, потому что я читал ее, когда я был маленький, и я, можно сказать, рос вместе с героями Гарри Поттера. Да, правда. Да, да, я тоже. То есть, когда Гарри Поттер был, когда ему было 10 лет, 11 лет, мне было тоже примерно столько же, может быть 12, и потом, когда выходили другие книги, я тоже их читала, и я вместе с ними росла. Здорово, не знаю, мы вот как-то не читали Гарри Поттера, но зато я читал «Голодные игры». «Голодные игры». Кто написал эту книгу? Я сам не помню, кто ее написал, но есть хороший фильм тоже по серии этих книг, и там играет Дженнифер Лоуренс. Ох, я не люблю эту актрису. А что? Она очень красивая, очень даже ничего. Так, возвращаемся про книги, ребята. Все-таки давайте говорить про книги. Да, ну и что еще? Вот у меня такой вопрос. А какие классические, как сказать, какую классическую литературу вы читали в школе? Были ли какие-нибудь книги, которые вы должны были читать? Ах, да, мы читали вот в школе африканскую литературу. Во-первых, мы читали книгу, которая называется «И пришло разрушение». Чинуа Ачеби. Это нигерийский писатель. Очень такая тяжелая книга про колонизаторов, вот, про разрушение общества. Непростая, да. Также мы читали книгу «Беспокоящие обстоятельства». Это уже другая писательница из Зимбабве, Цици Дангаремга. Я думаю, она из Кении или Зимбабве. Очень сильная, но такая трогательная история. Также читали про пшеничное зерно. Это про борьбу за свободу Кении. Написал ее Нгуги Ва Тхионго. Вот. И также я помню была, как же называлась эта книга? «Река и источник». Я думаю, это была книга Огулу, Маргарита. Я думаю, Маргарет Огулу написала, да. И эта книга про 4 поколения женщин. В общем, в основном все африканские книги это про борьбу за независимость, за права человека. Ну, как вы понимаете, эти темы до сих пор очень актуальны в африканских странах. Да, интересно. Я никогда не слышала про эти книги. Спасибо, что поделился с ними. Да не за что. Вот. А что вы читали в школе? Ну, мы, как правило, читали русскую классическую литературу. Да, мы читали всех самых известных, ты знаешь, Пушкин, Толстой, Чехов, Достоевский. Вот. Мне очень нравился, конечно же, в школе Чехов. Мне нравились его рассказы и его постановки. Да, «Три сестры», «Вишневый сад». Было очень и очень интересно. А тебе, Сережа, что тебе нравилось? Мне в школе очень нравился Достоевский. Ага, конечно, как он эту бабушку топором. Ну да, как ни странно, когда мы читали в школе подростками, нам не очень было интересна классическая литература, но вот читать «Преступление и наказание» было довольно-таки интересно. Да, его сейчас обвиняют в имперстве, ты знаешь Достоевского? Знаю, знаю, ну, было у него такое, конечно, не без этого. Ну, а тебе нравился Толстой, «Война и мир»? Я читал «Войну и мир», но не в школе. В школе это было слишком много. Целых 4 тома или 3 тома, и они очень большие. Да, огромные. Я вот никогда не читал. А я прочитал, но уже не в школе, а уже когда я жил во Вьетнаме здесь, да. И я читал их потихоньку за 1 год, но мне очень понравилось. Да, там очень много глубоких философских мыслей. А есть у вас какие-то вообще любимые книги? Ну, мне кажется, моя любимая книга, вот одна из моих любимых книг, это биография Петра I Алексея Толстого. Не Николая, а Алексея. Очень интересная книга, хорошо написана, и интересно узнать про нашего вот императора. А мне очень нравится книга Оруэлла «1984». Да, это, конечно, такая
антиутопия, но она очень, я бы сказал, актуальненькая, к сожалению. Да. Да, действительно, я тоже читал Оруэлла, это было очень интересно, нелегко, но да, это полезная книга, я бы сказал так. Также мне из иностранных очень нравится Стивен Кинг. Я вот читала «Оно», было так страшно, но в то же время так интересно. Ой, нет, я не люблю ужасы, это не мое. А вот из русских книг, я думаю, что я читал только, может быть, «Мастер и Маргариту», да? Это русское? Да, конечно. Булгаков. Да, точно. Вот он мне понравился. Это как такой, знаете, Гарри Поттер. Там тоже было колдовство, но тоже такое вот философское, я бы сказал. Чтобы подумать, да. Ну хорошо, друзья. Спасибо, что поделились сегодня вашими мыслями, рассказали про ваши любимые книги. Подожди. А что ты сейчас читаешь? А, я? Ну, сейчас я читаю Толкина. Вот, «Властелин колец». Вау, серьезная книга. По-русски? Я читаю по-английски. Трудно? Немного трудно, но тем не менее интересно. Я думаю, что некоторые моменты в книгах Толкина напоминают нам о том, что жизнь, она непростая, но очень интересная. Действительно, это правда. А что ты читаешь, Вася, сейчас? Да, ничего уже не читаю. Вот нет времени совсем, знаете, с этой работой, с этой учебой. Я очень занят, да. А я читаю одну книгу про императрицу. Очень интересная, но я читаю потихонечку, времени мало, только перед сном. Я тоже перед сном. Ну хорошо, друзья, спасибо, что были сегодня с нами и смотрели. Да, а вот что вы читаете? Напишите в комментариях, расскажите нам, нравится вам русская литература или нет, и какую литературу вы читали в школе. Поделитесь с нами, пожалуйста. Да, расскажите, нам всем интересно. И большое спасибо всем нашим патронам. Да, спасибо патронам. И если вы тоже хотите поддержать наш проект, становитесь патроном на Патреоне, вот там. Вот. И спасибо большое нашим супер-патронам, таким как Джош, Джоэл, Джефф, а также Лиз, Андрея, Брюс Ли, Холли и Майкл. Новый патрон. Спасибо тебе, Майкл. И всем, друзья, хорошего времени суток. До скорого и пока-пока. Пока-пока.